Друзья, итак, максимальные иксы вам в хату, максимальный день. Ну, в принципе, по поводу иксов мы, конечно же, попали в глубокую просто коррекцию по всем альткоинам. Но посмотрим, что у нас получится с этим рынком. Итак, что у нас по звуку? Звук у нас все нормально. Я, в принципе, предполагаю, что это не разворот на медвежку, потому как, по всей видимости, мы, конечно же, с вами не видели эйфории на альткоинах, не видели эйфории на крипторынке. Да, конечно же, некоторые альткоины выросли, но максимальной эйфории, как в 2021 году, в 2017 году, в 2013 году мы не видели. Разве что этот цикл не такой, как все. И в этом цикле будет обнуление всех участников крипторынка. Но я в этот сценарий, конечно же, особо не верю. Видно то, что опять у нас отток капитала с рынка идет, никакого притока нету. И это не очень хорошо. Что у нас по капитализации? 2 триллиона 650. 2 триллиона 650. Биток у нас торгуется в диапазоне 82 600. Эфириум 1780. Ну, в принципе, все. У нас вот так вот начинает потихоньку скатываться, как и скатывалось. Если посмотреть по портфелю, то у нас просто-напросто плавное укатывание идет на крипторынке. Нету никаких отскоков. Просто боковичок вниз, боковичок вниз, боковичок вниз, боковичок вниз, боковичок вниз. Где бы ты ни что-то бы не прикупил, не усреднил, у тебя нету возможности выйти в ноль. Абсолютно нету никаких возможностей выйти в ноль. Мы плавно укатываемся вниз. Это у нас состояние портфеля за 90 дней. Просто плавное падение. Все. Нету никаких особо интересных движений. Также, что у нас по доминации биткоина? Доминация биткоина сегодня опять же пробивает свои новые хаи. Мы видим то, что в этом цикле у нас доминация биткоина не так, как в прошлом цикле. Вот этой вот точки ключевой, а это было примерно у нас 20 декабря, все говорили то, что неделя после инаугурации президента Соединенных Штатов и, конечно же, начинают расти альткоины. Так всегда было по истории. И вот у нас история, синий шаблон бары, это 21 год, и по истории мы должны были уже по доминации биткоина падать, и альткоины начинали бы расти. Но в этом цикле что-то случилось по-другому, и мы начали расти по доминации битка. Альта просто-напросто умирает. Может быть такое, что в этом цикле будут обнулять всех участников крипторынка. Может быть такое. Потому как большинство, особенно старичков, набирали биткоин, они его не додержали до теперешних значений, переливали в альткоины, думали то, что уже биток уже отстрелил, дальше мы будем зарабатывать на альте, а не тут-то было. С 2024 года альта просто-напросто в нисходящем тренде, и большинство альткоинов имеет коррекцию 99%. За исключением там монетки Pepe, Solana, там OM и BNB, еще несколько монет, там XRP, например. Все остальное просто в нисходящем тренде. И может быть такое, что мы дальше ничего и не увидим по альте. Но время, конечно же, покажет. По временному интервалу у нас еще остается 6 месяцев. Я думаю, что за этих 6 месяцев у нас будет полная развязка событий на крипторынке. И мы увидим, или мы здесь что-то заработаем, или полностью обнулимся. Но будет радовать нас то, что мы будем обнуляться вместе с старыми участниками крипторынка. Потому как большинство людей просто-напросто не держит биткоин. Что у нас по DXY? Мы можем увидеть то, что на данный момент DXY на неделе очень сильно упал. Мы видим то, что буквально вчера с гэпом DXY просто летит с треском вниз. Мы здесь сформировали такой вот небольшой медвежий флаг, и он у нас на данный момент отрабатывает. Если здесь, конечно же, у нас присутствует паттерн медвежий флаг, то мы можем прикинуть то, что где-то на данный момент флагшток у нас начинается примерно отсюда. То по флагштогу мы можем падать в диапазон 100, может быть даже ниже, чем 100 пунктов. Я, в принципе, предполагаю, что идеальная зона была в диапазоне 98-97 пунктов по DXY. Все у нас здесь хорошо, все идет здесь по плану, как, в принципе, и предполагали мы. Немножко мы не дотянули
сюда вот к верхним значениям. Здесь была у нас цель 112 пунктов, но мы сюда не дотянули. Может быть и хорошо, потому как большинство альткоинов бы у нас бы здесь бы точно скамилось бы. Также у нас есть глобальный такой вот флаг, тоже можно сказать медвежий, и есть вот этот вот небольшой флагшток. И судя по вот этому вот флагштогу, по вот этому вот, который у нас здесь вот образовался, то мы можем шлепнуться просто-напросто, ну, вот сюда вот. Мы это с вами уже разбирали, диапазон 97 пунктов, и здесь, конечно же, будет у нас отличнейший момент для того, чтобы увидеть рост по криптоактивам, потому как если падает DXY, то начинают расти криптоактивы, такие как биткоин и, конечно, там вслед за битком альткоины. Правда, в этом цикле мы особо не видели роста альткоинов. Аналогичная ситуация у нас была в июле 2024 года. С июля 2024 года по конец августа, по сентябрь, даже по конец сентября мы падали по DXY. И спустя 2 месяца мы увидели разворот на крипторынке. Здесь аналогичная ситуация. Смотрим. С 13 января мы падаем. Я думаю, что здесь буквально пройдет недельки 2-3, может быть такое, что месяц, и мы увидим разворот на крипторынке. Потому как по истории такое было, что при падении DXY начинают расти высокорисковые активы. Также давайте-ка мы посмотрим, что у нас с доминацией эфириума. Что у нас с доминацией эфириума? На данный момент эфириум очень, конечно же, слаб. Доминация эфириума очень слабая, даже не разворачивается. Мы пришли к значениям 2020 года, но и в принципе, как мы с вами знаем, если это хороший актив, с момента начала манипуляции происходит манипуляция. Вот, происходит эта манипуляция. И зачастую мы возвращаемся к моменту начала манипуляции. Так что здесь уже, я думаю, мы пришли к тем целям, которые собирался нам поставить крупный игрок. И мы вернулись к началу манипуляции. Если все хорошо будет с эфириумом, то здесь мы должны увидеть разворот по эфириуму. Но если что-то будет неладное с эфириумом, то мы увидим пролив и пробитие 7%. Вот у нас, допустим, 7.20%, 7,20%. Если мы здесь их пробиваем, уходим сюда ниже, то значит с эфириумом что-то не то. И это очень-очень, конечно же, плохо. Но в прошлом цикле, здесь, в принципе, у нас цикл только с 2017 года показан. Мы не знаем, какие здесь были процентные соотношения там, в 2015-2016 году. Но я думаю, что здесь были они, наверное, все-таки, ну вот здесь вот намного ниже. По всей видимости, у нас это было все вот так вот отрисовано. Я думаю, что мы здесь тоже не достигали нижних значений. И здесь мы не должны достигнуть нижних значений. Если мы только валимся вниз, то эфир, конечно же, ну, полный скам будет. Вот, в принципе, вот такие, друзья, дела. Также, что у нас по альткоинам? Это у нас такой вот график, я его вам неоднократно показывал. И с учетом того, что альткоины сильно скорректировались, то вот этот вот график, который показывает доминацию альт-сезона, можно так сказать, мы видим то, что мы не достигли значений 3 февраля. И альткоины здесь вот просто-напросто удерживают. Уже продолжительный период времени они удерживаются и не опускаются ниже. Можно так сказать, доминация такая вот альткоинов, доминация альт-сезона не опускается ниже значений 3 февраля. Так что я думаю, что здесь у нас искусственное удержание альты. Ничего особо такого страшного пока не происходит с альткоинами. Да, конечно же, есть некоторые скамы, ряд делистингов, но такое. Но глобально данный индекс нам показывает, что здесь еще нету никакого такого провала. Мы не летим куда-то вниз, в ад. И я думаю, что паниковать здесь особо не нужно. Но мы находимся где-то у ключевой точки разворота. Если мы, конечно же, с текущих не увидим разворот на крипторынке, ну, блин, тогда, по всей видимости, наша теория, то, что обнуляют всех участников крипторынка, сбудется и все потеряют на этом рынке.
А так, чтобы увидеть какой-то результат, придется продолжать ждать. По временному интервалу видно, что уже просто поджали к таким, просто вжали уже в такие рамки, что уже просто вот-вот должно уже произойти какое-то событие на этом крипторынке, чтобы мы увидели какой-то рост или, конечно же, погружение на медвежку. Если мы будем погружаться на медвежку, я уже неоднократно говорил, нам нужно пробить биток, диапазон цены 69 тысяч долларов. Если мы в ближайшем будущем пробиваем 69 тысяч долларов, то мы улетаем на медвежку. Если мы удерживаем данный уровень цен, то у нас должно быть продолжение движения на крипторынке. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.